Я не знаю даже, где я сам буду работать через 5 лет. Может, я такси буду водить, потому что оказывается, что программисты больше не нужны. Никто не верил в то, что можно сделать это. Получается, что искусственный интеллект, он изначально достаточно творческий. На самом деле для меня нету разницы между работой человеческого мозга и работой нейросетей. Там есть несколько вещей очень важных, которые происходят одновременно, что они могут изменить мир просто вот искусственный интеллект, он не придумывает ничего нового. Существует, например, machine learning. Чем фундаментальное отличие? Не было еще в истории ни разу момента, чтобы ты не знал, чему учить детей. Нейронная сеть сначала научилась галлюцинировать и отвечать какую-то фигню. Мы живем в мире постправды, где любая информация, которую мы видим в интернете, может оказаться просто сгенерированной и абсолютно неправдой. Очень дорогая картинка. В не каждой стране это есть, но при этом, если оно есть, оно приносит безумное количество денег. Со 100% вероятностью можно сказать, что человек не учтет всех возможностей, потому что умение строить четкие логические цепочки, оно лежит в основе всей нашей жизни. Тут драйвером прогресса в некотором смысле опять стали поисковые движки. При таком темпе она и Apple обгонит уже. Даю интервью только каким-то нанимающим компаниям, и там все проходит очень стандартно. Ты сначала рассказываешь про себя, а потом решаешь задачи. Допустим, я вообще ничего не знаю про AI. Как вот с твоей стороны это выглядит вообще? С моей стороны, я бы сказал так, у меня очень математичный подход к этому делу. Не существует не существует искусственного интеллекта. Существует просто очень умный математический способ оптимизировать некоторые целевые функции. Там градиентный спуск, который позволяет веса в матрицах подбирать. И как бы весь искусственный интеллект в некоторый момент начался с одной теоремы, которую доказал Колмогоров. Он занимался такой штукой. Есть в математике такое понятие, как линейный оператор. Это просто некоторые, скажем так, линейная функция может быть многомерной какая-то. Обычно как бы ее можно описать как какую-то матрицу. Матрица на самом деле она не просто набор чисел, это некоторый оператор, который отображает вектор из одного векторного пространства в другое. Вот. И эти операторы можно композировать между собой. То есть можно последовательно применять какое-то количество этих операторов. И оказалось, что если ты просто, это, в общем, достаточно очевидный факт, что если ты просто будешь композировать линейные операторы между собой, то ты будешь получать всегда тоже линейный оператор, и это ничего интересного тебе не дает. Но если ты будешь вставлять между линейными операторами какие-то нелинейные функции, в машинном обучении это называется функция активации. Если ты будешь вставлять функции активации между нелинейными операторами, то окажется, что если эти функции активации достаточно хороши, я не буду тут определять, что такое хороши, но в целом они удовлетворяют некоторым специальным свойствам, то можно будет приблизить, композиция попеременной линейных операторов и активационных функций может представить практически любую непрерывную функцию на каком-то конечном множестве. Тут, кстати, достаточно важное условие именно конечного множества. Никто практически никогда не задумывается, что когда ты обучаешь какой-то искусственный интеллект, он всегда может работать только на том множестве данных, на котором ты его обучил. Это очень-очень важное ограничение, потому что все эти как теоремы... и человек, да, вот, например, он опыт набирается. Не совсем. Человек умеет хорошо придумывать что-то новое, что еще никогда он не видел сам, он может придумать. Но я думаю, что это некоторое удивительное свойство нашего мозга, которое просто обуславливается тем, что это очень сложная нейронная сеть. Настолько сложная, что там уже как-то простые математические теоремы не работают, но то, что доказал Колмогоров, это что мы можем на некотором компактном множестве приблизить любую непрерывную функцию композиции линейных операторов и активационных функций. Я хочу подчеркнуть просто, что очень важно понимать, что эта теорема говорит нам практически более-менее о том, что искусственный интеллект, он не придумывает ничего нового. Он может только внутри этого компактного множества, на котором его обучали, что-то приближать.
ты говоришь, что человеческий мозг, он как бы такой достаточно сложный, да? Разве он не оперирует, например, какими-то именно тоже знаниями, да, что он что-то изучал, допустим, да, какие-то данные приобрел, и исходя из этого как бы генерирует свое новое, да? Чем отличается в этом плане именно искусственный интеллект от человеческого? Ну, на самом деле, очень сложно сказать, чем отличается искусственный интеллект от человеческого. И это такая в некотором смысле эзотерическая область. Я бы не стал как бы, с каким-то авторитетом рассуждать здесь. А, на мой взгляд, сейчас последние поколения нейронных сетей, вот эти большие языковые модели, максимально похожи на то, как работает мозг человеческий, очень прямо. Человеческие нейроны, конечно, устроены чуть-чуть сложнее, чем нейроны в нейронных сетях, но сами принципы работы уже максимально похожи на то, что есть. Вот, и человек, он очень хорошо умеет в некотором смысле галлюцинировать. То есть придумывать что-то, что на самом деле никогда не существовало. Мы все прекрасно с этим знакомы. Мы умеем видеть сны. Мы иногда придумываем какое-то безумное вранье совершенно ниоткуда. Умеем импровизировать. И иногда наша память услужливо... Ну, это совершенно известный факт, что у нас случаются ложные воспоминания, надо нам услужливо подсовывать что-то, если ты попытаешься... Типа дежавю, да? Ну, не совсем. Это скорее больше похоже на то, что, вот, например, ты прекрасно помнишь, что ты делал, там, не знаю, в 7 классе 25 лет назад, там, в каком-нибудь 3 декабря. Но на самом деле этого вообще не было. Или было что-то, но вообще не это. И если есть Может быть, еще это вообще чужие воспоминания, да? да, иногда и так бывает. Но смысл в том, что у нас бывают и ложные воспоминания, и галлюцинации очень часто. В нейронных сетях мы очень хотим, чтобы этого не было. На самом деле это, на мой взгляд, один из основных источников вдохновения и прогресса. Потому что иногда такое что-нибудь галлюцинируешь, что оказывается полезно. Вот. На самом деле это, кажется, связано просто с некоторым фундаментальным изъяном нашего мозга, что он не умеет не давать ответ на вопрос. То есть ты полез копаться в памяти, ну ты куда-то там какие-то нейроны активировал, они тебе какую-то реакцию выдадут. Не бывает так, что ты в пустоту что-то сделал. Оно что-то да выдаст. И вот в нейронных сетях это прям на максимуме проявляется. Большие языковые модели не могут не подобрать тебе ответ. То есть у них всегда просто выбирается какое-то там наиболее вероятное следующее слово. Она не может тебе сказать, что она просто не помнит, что там есть. Она тебе выберет наиболее вероятное, но это может быть просто случайные слова. И вот такие галлюцинации – это, скажем так, начало творчества, на мой взгляд. То есть, по крайней мере, это фундамент для творчества, потому что если уметь оценивать, насколько у тебя хорошо получилось что-то сотворить, то потом можно это использовать. Вот. Ну, на самом деле, это исключительно мое мнение и вообще спекуляции на тему. Я абсолютно не знаю, как это на самом деле устроено. Вот. Ну, а смотри, вот есть, так сказать, вот сейчас вот последний там год-два, да, активно как бы именно, поскольку вот эти вот именно системы всевозможные искусственного интеллекта как бы и сервисы появились, эта тема как бы активно как бы сейчас обсуждается. Но до этого уже много лет существует, например, machine learning, да? Вот. Чем фундаментальное отличие? Да, я хочу рассказать как раз про историю вообще всего этого вопроса. Как я уже сказал, началось все примерно с теоремы Колмогорова, на самом деле. Она сразу была про, в некотором смысле, нейронные сети. Но тогда это было, скажем так, чисто математическое изыскание, потому что совершенно не было никаких возможностей с этим работать. Не было вычислительных мощностей, которые могли бы, скажем, что-то такое обучить. Совершенно непонятно было вообще, как это можно сделать. Теоретические подходы были разработаны уже достаточно давно, но практически не получалось ничего. Вот. И тему с машинным обучением тогда, на самом деле, забросили. Потом она возникла опять, когда стали появляться, скажем так, ренессанс, на мой взгляд, машинного обучения случился, когда начали развиваться ансамблевые методы. Они в основном, кажется, начали развиваться
в поисковых системах. Ансамблевые методы машинного обучения — это, например, градиентный бустинг. Это когда вы делаете много решающих деревьев и один за одним обучаете эти решающие деревья, пытаясь оптимизировать ошибку предыдущего поколения как бы своего же алгоритма. Эти алгоритмы обучать проще, чем нейронные сети, и теоретически было понятно, что, ну, в смысле, с теоретической точки зрения было понятно, что они, например, меньше переобучаются, и в целом там практически не нужно, скажем, подбирать какие-то суперсложные архитектуры для того, чтобы получать оптимизацию, ну, получать аппроксимации практически любой функции. Потому что они просто кусочно постоянными какими-то функциями могут практически все что угодно аппроксимировать. Вот, и те решающие деревья в поисковых алгоритмах в основном начали развиваться, там и в Яндексе, и в Гугле. Ранжирование сайтов было сделано с помощью градиентного бустинга, где было очень много разных фичей. Я, наверное, опять ушел от темы немножко. Все время ударяться в какую-то специфику. Вот, потому что мне специфика тоже очень интересна всего этого процесса. Но исторически так получилось, что сначала, значит, что-то начали придумывать с нейронными сетями, потом ренессанс — это алгоритмы градиентного бустинга. Это все на самом деле совсем не похоже на искусственный интеллект. Потому что, хотя и у искусственного интеллекта, и у старых алгоритмов машинного обучения у них совершенно одна природа и одна архитектура. У вас есть некоторые функции, которые вы хотите аппроксимировать, приблизить. И у вас есть в некотором смысле понимание о том, что такое приблизить. Потому что это можно по-разному понимать на самом деле. Ну, и вот это вот понимание, насколько близок ваш ответ к функции, которую вы хотите, обычно называют функцией потери. И есть некоторые алгоритмы, которые позволяют вам оптимизировать вашу функцию потери. Там бывает градиентный спуск, бывают всякие глобальные алгоритмы, типа методов Ньютона-Лейбница или, простите, ошибся, просто есть метод Ньютона, есть метод Нёльдера-Мида, есть еще разные методы, связанные с попытками глобальной оптимизации. Вот, есть методы, которыми обучают градиентный бустинг, типа уменьшение энтропии. Вот, и с математической точки зрения это все одно и то же. Вы просто оптимизируете какие-то функции. И вы оптимизируете функции потерь для того, чтобы аппроксимировать какую-то целевую функцию, которая у вас есть. Вот. И все алгоритмы машинного обучения глобально работают так. Просто вопрос, насколько сложные функции вы хотите аппроксимировать и насколько сложно выглядит ваш оптимизатор. И насколько большие у вас размеры датасетов и так далее. Поэтому очень сложно, ну, как бы с точки зрения математики, каким-то образом перейти концептуально от того, что вы просто какие-то функции там подбираете, до того, что оказывается, что эти функции уже думают сами по себе. После алгоритмов градиентного бустинга ренессанс продолжился, но уже с нейронными сетями. Одна из основных задач, которую первые научились решать с помощью нейронных сетей, и оказалось, что это очень-очень-очень удачно, это задача распознавания изображений. Ее научились решать гораздо лучше, чем человек умеет распознавать изображения. Сейчас уже делают все, что угодно. И это вот как давно произошло вот именно этот момент? Сейчас бы не соврать на самом деле, но мне кажется, что распознавание изображений — это где-то 97-й, может быть, чуть позже даже года. Тогда впервые что-то такое сделали. Ну, получается, прилично времени-то прошло. На самом деле. Потому что если вот Midjourney брать, да, и вот те, которые вот это сейчас... Это совсем другое, это генеративные нейронные сети. Да. Генеративные нейронные сети — это как бы следующий прорыв после распознавания. Понимание и генерация, да? Как бы да. уже, как бы, это совсем разные вещи. На самом деле тут принципиально другой подход к тому, как вообще можно генерировать что-то. Я расскажу про это, на самом деле это очень интересно. Вот. Это, кстати, достаточно интересно, что и человек примерно так же развивается обычно. Если он что-то не знает, он сначала пытается что-то понять и расклассифицировать, а потом уже пытается придумывать что-то новое. Вот. В первую очередь люди раскладывают по полочкам то, что уже существует. И нейронные сети тоже учились сначала раскладывать по полочкам то, что есть. Классифицировать, ранжировать, распознавать изображение, распознавать текст. Появились нейронные сети, которые могут воспринимать какую-то семантику и обучать эмбеддинги слов. Это оказалась очень эффективная технология. На самом деле, более-менее
оказалось, что мы можем кодировать в некотором смысле смысл. Тавтология получилась, ладно. Да, вот, мы можем кодировать смысл слов. Это вот в чат-ботах то, что, или чуть-чуть другое? На самом деле это общая методика просто, которая работает. Это идея в том, что если у тебя есть какая-то сущность, это не обязательно должно быть слово, это может быть все что угодно. Но это просто какая-то сущность. И ты можешь кодировать смысл этой сущности в набор чисел. Вот если у вас два слова, колбаса и сыр, у каждого из них может быть свой эмбеддинг. Это некоторое представление этого слова в многомерном векторном пространстве. Может быть, мы сопоставим ему 50 чисел каких-то, а может быть 500. И эти вектора в векторном пространстве будут близки, потому что, в принципе, у сыра и колбасы, хоть у них и букв одинаковых достаточно мало, но в сущности это примерно похожие. Понятно, что это что-то, что ты ешь за завтраком. Вот. И в зависимости от задач, которые мы решаем, мы можем разные эмбеддинги для этих сущностей подбирать. И алгоритмы подбора этих эмбеддингов — это еще одни алгоритмы машинного обучения, которые работают, это называется Natural Language Processing, на самом деле, алгоритмы, которые языки переводят в вот эти вот, в слова переводят в эти последовательности, слова переводят в эмбеддинги, предложения в последовательности эмбеддингов или просто в эмбеддинге, на самом деле там по-разному бывает. А потом используют их для каких-то своих целей. Мне кажется, что тут драйвером прогресса в некотором смысле опять стали поисковые движки, потому что поисковые движки и рекомендательные системы, потому что оказалось, что, скажем так, ты можешь нагенерировать очень много разных фичей для сайтов и даже для запросов самих по себе, но все равно все фичи, которые ты можешь нагенерировать, они каким-то образом будут основываться на том, как выглядит текст запроса, сами по себе буквы. А если, например, он будет на другом языке? А если вдруг есть какое-то слово, у которого есть 50 разных значений? Или, может быть, есть 50 разных слов, которые на самом деле означают одно и то же, там, на сленге или что-то такое. Все это учесть оказалось очень сложно. А поиск мы хотим, чтобы был супер умным, чтобы он понимал, что вы имели в виду. Какая-то юнификация, так сказать. Да, это юнификация. Ее можно делать по-разному. Можно составлять словари синонимов, можно делать какие-то умные, это называется лемматизация, умную лемматизацию слов, когда вы попытаетесь приводить их к какой-то общей форме. Но все равно практически со 100% вероятностью можно сказать, что человек не учтет всех возможностей всего этого дела. И оказалось, что можно хорошо решить эту задачу, если не пытаться и решить ее алгоритмически. То есть действительно подобрать для каждого, подобрать все эти лемматизации, набрать фичей и так далее. Вот. А просто постараться вычленить смысл из слов с помощью построения эмбеддингов. Обычно алгоритмы машинного обучения, которые так работают, они выглядят так, что у вас есть просто очень много запросов, на которые пользователь, ему показали какую-то выдачу поисковую, и вот он тыкал в одинаковые ссылки. И получается, что если он тыкал в одинаковые ссылки, наверное, и запросы были более-менее похожи между собой. И вот мы хотим, чтобы слова, которые были в этих запросах, у них эмбеддинги были более похожи между собой, чем слова, которые были в запросах, где пользователь разные ссылки тыкал. И вот так вот можно обучать эти эмбеддинги и получать... Значит, получается, именно вот поисковые системы стали таким неким движком этого прогресса, да, в смысле усиливало. В принципе, это же очень логично, если так взять, люди что-то ищут в поиске ответов на свои вопросы, да, и самый большой диалог там и происходит. Мне кажется, что поисковые системы и поисковые движки — это один из основных двигателей прогресса, потому что, скажем так... Как диалог, понимаешь? Я же что-то у тебя спрашиваю, и ты мне отвечаешь. Точно так же, именно это и происходит, да, в смысле, есть вопрос и есть ответ, в смысле. Но тут еще очень важно, что это мало того, что очень сложная с технической точки зрения область, она еще очень конкурентная и очень прибыльная. Компании, которые умеют делать поисковые движки, их, во-первых, очень мало, на самом деле. Не в каждой стране есть свой поисковой движок. В Узбекистане, наверное, нет. Если даже есть, наверное, надо его поискать. Да, надо поискать поисковой движок. Вот. Не каждая страна может такое сделать.
В не каждой стране это есть, но при этом, если оно есть, оно приносит безумное количество денег само по себе. И это очень конкурентная область. Все хотят, чтобы у них был самый крутой поисковой движок, потому что тогда к ним придут люди. И поэтому они являются двигателями прогресса в некотором смысле. Рекомендательные системы начали развиваться в поисковых движках, а теперь используются очень много где. Оказалось, что можно использовать их в интернет-магазинах, можно в Ютубе сделать свою рекомендательную систему, куда угодно, хоть в Телеграме там каналы рекомендовать, пожалуйста, тоже там. В общем, это супер полезно. При этом сделать специализированный поисковой движок очень тяжело. В смысле, вот сделать такой, чтобы он работал на уровне, как движок Яндекса, но только для вашего интернет-магазина, чтобы по любому там смысловому сочетанию вам что-то выдавалось, это уже не каждая компания может сделать. Это скорее задача для какого-то большие или базы Amazon. данных нужны для этого. Да, нужно, чтобы к вам приходили миллиарды запросов и миллиарды ответов, и вот это все. Вот. Так что я считаю, что да, поисковые движки, поисковые компании, они являются двигателями прогресса, это правда. Вот. Правда, Image Recognition в некотором смысле пришел из каких-то других мест, потому что начиналось это все, видимо, как вообще исследование в институтах просто. Но большой толчок для развития этого на самом деле, опять же, был дан Гуглом, потому что они собрали гигантский датасет с разметкой. Про датасеты, на самом деле, нужно будет потом как-то отдельно поговорить, потому что, на самом деле, в некотором смысле это сейчас как это золото. Я понимаю, что это обхватить... Обхватить всю область машинного интеллекта, конечно, совершенно невозможно, потому что там столько всяких событий произошло за последнее время, и главное, что они происходят и быстрее, чем я рассказываю, происходит что-то новое. Да, ну вот смотри, вот грубо говоря, вот 1,5 года назад все это очень уже так бустануло, стартануло, Да, это... вот, ChatGPT, Midjourney, как бы такие пионеры именно масс-маркете, так скажем, да, потому что до этого как бы, искусственный интеллект, машин learning и все, и без лика это все было, там, OpenAI, да, опять же, вот эти вот всевозможные там и компании, и эти бренды буквально появились недавно, я так понимаю, сейчас вот вышла Sora, да, скоро вот уже из беты выходит, да. Генерация изображений. Видео, да, уже такое. И видеогенерация, колоссальная там за 1,5 года разница, в смысле именно технологии. Да. Если вначале там все такое, глючное было, да, так скажем, все картинки как будто бы вот такое из бэт-трипа, да, грубо говоря. А сейчас уже это прям осмысленные, детализированные, логически продолжительные какие-то уже видеоизображения. И вот это, поскольку я как бы больше как бы в дизайне и в диджитале, да, как бы с визуальным искусством, да, связан, как бы это я вижу. А вот что там дальше еще происходит? Вот ChatGPT, у других, какие там еще изменения происходят, такие яркие? Честно говоря, мне кажется, что сейчас основная борьба идет не за то, чтобы придумать еще что-то, что можно было бы делать с нейронными сетями. Мне кажется, что там есть несколько вещей очень важных, которые происходят одновременно, и они настолько важны, что они могут изменить мир просто вот целиком. Интересно, потому что мы это пенку видим, а что там внутри сейчас происходит? Основное там сдвиг какой? Сейчас я постараюсь структурировать свой разговор, я же не готовился, но это очень, очень важно рассказать и понятно. Значит, генерация видео, на самом деле, это некоторое закономерное продолжение генерации изображений и всего остального. Они просто научились хорошо держать контекст. То есть они понимают, что вот у нас есть предыдущий какой-то кадр, и что следующий кадр должен быть очень похож. И здесь, на самом деле, весь вопрос даже не в том, что мы не знали, как это обучить или что-то такое. Мы знали прекрасно. И каждая компания, у которой есть machine learning эксперты, она знает, как это сделать. Другое дело, что нету датасетов, на которых можно это обучать. Потому что такое вот этот вот датасет, на котором обучали Сору? Это миллионы видео, где они покадрово размещены, и
Там для них, для всех составлены эти промпты. Это колоссальная работа, очень много денег для того, чтобы это сделать. И просто не у всех есть деньги, ну, практически ни у кого нет денег для того, чтобы такое сделать. Точно так же OpenAI своровали весь интернет по факту и обучили на нем первую версию ChatGPT. Не то чтобы там была очень сложная технология для обучения. Все уже давно знают про то, что существуют трансформеры, и про то, что можно сделать огромный трансформер, 100 миллиардов нейронов туда напихать. Это пожалуйста. Вот. Проблема в том, что нужно обучить это на чем-то и собрать настолько большой датасет, в том, что в нем были там триллионы токенов, и правильно его составить, хорошо вычистить. Это колоссальная работа. И, собственно говоря, никто не верил в то, что можно сделать это так, как сделали это OpenAI. Они на самом деле сделали ставку на пост-тренинг, это называется reinforcement learning from human feedback, когда ты обучаешься уже в онлайне на том, как люди тебе задают вопросы и что ты на них отвечаешь. И люди сами делают разметку на самом деле. Это вот эти нейронные сети из OpenAI, они же обучаются постоянно. И, собственно говоря, после того, как они вышли в онлайн, стала видна некоторая деградация, появилась лень в них. Нейронная сеть сначала научилась галлюцинировать и отвечать какую-то фигню. Все это видели, что там она иногда выдавала какие-то вещи и начинала спорить с человеком и так далее. Вот, сейчас она обучилась не делать этого, если она не уверена. И поэтому мы редко, например, видим ответы. Сейчас все компании в основном сконцентрированы на двух вещах. Во-первых, это эффективное применение всех новых нейронок. Потому что эти огромные нейронные сети, они на самом деле занимают очень много места. И, в принципе, стоимость одной генерации одного токена, она достаточно высокая. Сделать это прибыльным с точки зрения компании достаточно тяжело. То есть это имиджево точно очень круто, и для обучения это круто. И все готовы вкладывать в это деньги, потому что они верят, что в какой-то момент мы точно сможем сделать так, чтобы прибыль с генерации одного токена была больше, чем затраты на эту генерацию. И очень много денег вкладывается сейчас в развитие именно железа, технологий. И с точки зрения оптимизации применения вкладывается огромная куча науки в это все дело. С одной стороны, да, действительно, если так взять, да, вот когда ты генерируешь какую-то картинку, что от нас уходит, да, грубо говоря, там сел, генерацию нажал, она тебе сгенерировала, и ты думаешь, ну, очень просто это все произошло. А если в человеческих ресурсах брать, вот эти машины, которые все это обсчитывали, это огромное количество людей за этим стоит, получается, да, с зарплатой, и вот это все сгенерировало всего лишь одну картинку. В этом плане получается действительно очень дорогая картинка на самом деле. Да. Потому что если один человек там 5 часов, человек часов потратит, да, на какую-то картинку, а тут, хоть она за пару секунд или там 5-6 секунд. Ну, она на самом деле больше. Да, но на эти 5 секунд как бы общество выделило огромные тысячи, если не миллионы часов, наверное. Да, и очень много вложено реально в research and development, и еще сами ресурсы просто стоят денег. То есть вот это генерация картинки, это что такое? Это нужно загрузить видеокарту, что-то-нибудь типа Tesla A100, которая стоит там десятки тысяч долларов. Это не домашние видеокарты, они стоят очень дорого. И она вот стоит, работает только на одну вашу картинку. На 10 тысяч долларов можно нанять художника, он год вам будет картинки делать. Вот. Ну, конечно, да. Мы оптимизируем постоянно все эти технологии для генерации картинок и текстов, и стараемся потоки данных так сводить, чтобы у нас меньше времени видеокарты простаивали. В общем, очень много ресурсов за этим стоит. И это один из основных приоритетных направлений развития сейчас. Скажем, все время слышат про то, что глава OpenAI ищет там триллионы долларов инвестиций для того, чтобы начать делать собственные чипы, которые хорошо именно под нейронные сети заточены и будут именно из генерации текстов работать. Вот. В целом конкуренция тут совершенно безумная. У нас сейчас есть некоторые проблемы с тем, что буквально пара компаний захватила весь рынок генерации, потому что они
производят чипы. То есть Nvidia растет в цене там безумно, и я не знаю на самом деле, как скоро удастся построить. Возможно, при таком темпе она и Apple обгонит уже. Да, я к тому, что я совершенно не представляю, насколько, как быстро удастся создать конкурента, который способен делать такие же вещи. AMD, например, они делают видеокарты, но такого уровня ничего не делают. Intel сейчас стараются делать, и мне кажется, что это их приоритетное направление развития, и можно ожидать от них каких-то успехов в будущем. Одно из чудес, которые я ожидаю в будущем от генеративных нейронных сетей, это понимание логики. На самом деле это очень важно. То есть вот буквально ключевое сейчас отличие человека от этих сетей, кроме того, что мы безумно мультимодальные, кстати, это тоже одно из направлений развития. Собственно говоря, всякие OpenAI уже прекрасно умеют воспринимать и видео, и тексты, и картинки. Осталось только добавить им все 5 чувств, вплоть до ощущений тактильных. Сенсоры, Да. там это уже, по-моему, полегче даже. Да. Сенсоры как бы, чем база данных, а сенсоры, есть же огромное количество, например, сенсоров, которые лучше, чем твой нос, например, справляется, да, который там определяет какие-то вещи, да. Тот же даже, например, мы не можем определить радиацию, да, а сенсор может радиацию определить, да, грубо говоря, или там еще какие-то такие вещи. Да. Ну, в общем, одно из основных отличий человека — это в том, что он хорошо научился работать в рамках строгой логики. То есть Друг друга хорошо понимают. Не совсем, я не про это. Я про существование просто такой, например, науки, как математика. В математике не существует ни строгости никакой. То есть у нас есть некоторый набор аксиом, на котором все базируется, и все остальные утверждения выводимы из этих аксиом по некоторым строгим логическим правилам. Вот такой концепт для нейронной сети пока сложноват. Скажем так, есть удивительные улучшения на этом поприще. Например, недавно представили нейронную сеть, которая умеет решать геометрические задачи. Это в некотором смысле очень... для меня это закономерное историческое развитие, которое представляет, скажем так, повторяет математический путь людей. Потому что какое-то время назад, я точно дату не назову, потому что я не помню, но был такой математик Давид Гильберт, который взялся аксиоматизировать математику. На самом деле такая мечта математиков древности и математиков современности тоже. Ну, правда, к сожалению, математики современности знают, что она невыполнима. Но мечта была поставить вот эту вот бесконечно логичную науку на твердое основание. То есть набрать какой-то количественный набор кирпичей, которые будут стоять в ее фундаменте, и описывать все. То есть, грубо говоря, мы хотим получить некоторый конечный набор аксиом, скажем, 100, может быть, 1000, может, миллион, сколько их надо. Вот. И из этого конечного набора аксиом получить всю математику потом просто путем логических рассуждений. И вот Давид Гильберт взялся систематизировать и аксиоматизировать математику. Начал он с обычной школьной евклидовой геометрии. Это то, что мы проходим с 7 класса. И оказалось, что евклидовую геометрию, пожалуйста, можно аксиоматизировать. Есть аксиомы Гильберта, и их конечное количество, там, я не помню точно сколько, может быть, там, 15, по-моему. В общем, какое-то конечное количество. И это вот такой набор кирпичей, который положен в основу всей науки, и если ты их знаешь, ты любое другое утверждение можешь из них вывести или, наоборот, опровергнуть, доказав, что оно неверное. Но это верно только для классической евклидовой геометрии. Если добавлять в математику что-то более сложное, например, арифметику, просто научиться складывать цифры, это называется арифметика пиано, вот, то оказывается, что вот такую более сложную математику, в которой мы умеем уже складывать, умножать, вычитать, ее нельзя описать конечным набором аксиом. Это фундаментальная теорема Гильберта о неполноте. Вот. И в моем
как бы в моем понимании это очень интересно, что нейронные сети в первую очередь взялись за геометрию, которая именно аксиоматизирована, то есть там есть некоторый набор кирпичей, логических правил, из которых можно вывести все, что угодно, и научились решать геометрические задачи. Сейчас вот эти нейросети генеративные умеют решать геометрические задачи на уровне лучших школьников, геометров, которые участвуют в международных математических олимпиадах. То есть это такой уровень логической строгости, который не каждому человеку, ну совсем не каждому человеку доступен. И, скажем так, мне кажется, что улучшения именно на вот этом поприще, они супер важны. Потому что умение строить четкие логические цепочки, оно лежит в основе всей нашей жизни. Всего, ну как бы ты не можешь построить сложную систему, если ты постоянно по пути что-то выдумываешь, теряешь контекст, не можешь помнить, что у тебя есть некоторые четкие ограничения. То есть это на самом деле очень сложно, потому что это нельзя заложить в архитектуру генеративной нейронной сети. Это просто фундаментально не ложится внутрь. Там нет строгих ограничений. Там есть просто подбор самого близкого вектора там, по какой-то вероятности. Это получается всегда некоторое вероятностное... ну, это стохастический процесс. Это называется стохастический процесс. Вот. И вписать в этот стохастический процесс некоторые супер четкие ограничения выглядит невозможным. Тем не менее, природа с этим справилась. То есть у нас в голове то же самое происходит, только еще хуже. У нас там квантовые какие-то эффекты возникают при активации нейронов. Тем не менее. Смотри, у меня сейчас, знаешь, такое полное впечатление, что, по сути, получается, что искусственный интеллект, он изначально достаточно творческий, если так взять, что он как бы он более такой творческий, экспериментирует, пытается что-то понять, да, и, как ты говоришь, строгие вот эти вот именно математические дела, ну, как бы сложно понять. Он как бы постепенно приходит к более профессиональным, да, так сказать, более как бы научно подкованным, да, а пока он такой достаточно творческий, и он, ну, как бы, мы видим как бы его творчество, да, там аудиовизуальное, что-то там, картинки, видео и все остальное, да, и его какие-то эксперименты, еще не точные. Вот. И получается, в скором времени он уже будет более точный, более как бы будет распознавать именно вот этот контекст, да. И второе, то, что я сейчас понимаю, то, что он уже приближается к тому, чтобы стать некой натурой. В смысле, уже неким, так скажем, персонажем или частью нашей жизни, как некий именно человек, уже более самодостаточный, более такой, с которым надо будет в дальнейшем считаться. Ну, это очень как-то этическая область на самом деле. Признавать ли это человеком или нет, признавать ли искусственный интеллект какой-то формой жизни или нет, не очень понятно. Я в этом плане, смотри, как я, ну, чисто я как рассуждаю, да, я не буду говорить как бы внутренние вот эти все структурированные вещи. Для меня, например, человек — это некая, так сказать, стадия сбора данных, так скажем. Допустим, если первичные какие-то вот простые существа, да, там, так сказать, одноклеточные и другие, да, у них, например, там, допустим, там пару килобайтов памяти. И они хранят вот эту информацию, которую опыт набирают. Дальше они тоже растут, там обретают какие-то формы, уже там, мегабайты, так скажем. Дальше еще сложнее, может быть, гигабайты, терабайты, да, данных и знаний они хранят. И в каждой этой степени они в определенной форме своей. Да? И есть, по сути, как бы, мне кажется, что чисто продолжение вот этого же пути, это, да, на нейросети она в другой форме, но более, так сказать, может быть, крепче форме и более продолжительная жизнь у нее может быть. Мы, например, ограничены там, грубо говоря, там от 70 до 100 лет, да, вот, а ихние, например, там железо может там достаточно долго существовать. В смысле, это некая следующая форма. Там дальше, может быть, еще оно будет расти. Ну, это как бы мое видение того, что это. Ну, в смысле, это тоже часть вот этого пути, наверное, да, и некая следующая форма. Ну да, на самом деле для меня нету разницы между работой человеческого мозга и работой нейросетей.
Это, разные архитектуры, но в целом, в принципе, совершенно одинаковые. Она же Почему мы опирается на наш опыт все равно. почему мы можем считать, что нейросети, они не живые, а мы конкретно живые, при том, что у нас просто источник электричества в другом месте находится. Мы еду едим и перевариваем ее, а те получают электричество от электростанции. По факту ведь там тоже электричество нужно для работы. У нас нейронные импульсы электрические. Кстати говоря, вот мы подходим, знаешь, такой очень злободневной сейчас теме, которая, так скажем, вот люди используют, например, вот эти нейросети, допустим, для создания каких-то новых лекарств, да, там, ты уже слышал, как буквально там за пару дней, по-моему, даже какие-то искусственные интеллекты и далее там вот какие-то съедобные элементы и сказали, вот они имеют такие-то элементы, и что из этого выбрать, чтобы там, например, вылечить там рак там, или еще что-то. И там выяснилось, что там какие-то элементы, я сейчас точно не помню, по-моему, там было про какую-то, по-моему, инъекцию при операции, что-то там добавляется в кровь, что ли, что-то. И вот оно, короче, помогает. Ну, в общем, не сама суть в том, что она буквально это выяснила, говорит, вот это принимай, как врач, например, говорит, вот это вот принимай, и у тебя высока вероятность, что твоя болезнь, вот это, она пройдет. Понимаешь? И, так сказать, уже помогает. А с другой стороны, есть люди, которые, например, этим пользуются совсем по-другому, в каких-то своих корыстных целях. Ну, ты знаешь, там всякие скамеры, что сейчас происходит, там, допустим, люди там меняют голоса, звонят, говорит, там, представляется там родственникам, говорит, я в аварию попал, там, вышлите мне деньги или еще что-то. Даже видеогенерацию тоже делают, где и смыкание, и голос тот же человек. Ты смотришь, там, твои родители, там, или еще что-нибудь, говорит, там, так-то, поступай так-то, сделай ты так, деньги сюда переведи, прям по видео, да, грубо говоря. И вот что делать? Тут на самом деле сложно сказать что-то. Мне кажется, что такое всегда происходит, когда ты живешь в супер быстро меняющемся мире, когда законодательная база и наши, как сказать, общечеловеческие нормы просто, они не успели адаптироваться к такому быстрому изменению. Никогда на самом деле еще не происходило таких быстрых изменений в технологиях наших. Скажем, это достаточно интересно. Я недавно где-то видел это тоже в каком-то подкасте про рассуждение, что, не было еще в истории ни разу момента, чтобы ты не знал, чему учить детей. Вот 20 лет назад ты знаешь, вот учи программированию, все точно будут программистами. 40 лет назад тоже знаешь, 50 лет назад знаешь. Сейчас я не знаю. Я не знаю даже, где я сам буду работать через 5 лет. Может, я в такси буду водить, потому что оказывается, что программисты больше не нужны. Или что-то еще такое. Может, я в институт пойду преподавать, как старый ненужный отработавший материал. Или на Луну улечу. Откуда оно вообще известно? В общем, в ситуации, когда так все быстро меняется, конечно, у нас нет нормальной законодательной базы, которая бы каким-то образом позволяла решать эти конфликты, которые сейчас появляются. Они совершенно новые для нас. Раньше никогда в жизни не было такого, что ты мог просто по 2-3 секундам, на самом деле 3 секунды это маловато, но там, скажем, по полуминуте записи голоса человека сгенерировать абсолютно достоверную копию вместе с видео, пожалуйста, там сгенерировать все что угодно. Я вот, например, подписан в Инстаграме на канал, где Байден и Трамп объясняют математический анализ друг другу с примерами. И вообще не отличить от настоящих президентов Америки. Очень натурально они разговаривают, общаются между собой. Все эти технологии, про них еще год назад ничего особенно известно не было. То есть они не были так распространены. Поэтому нам нужно просто подождать. Это должно нормализоваться в какой-то момент само. Ну, пока, наверное, надо быть бдительными, так сказать. Я не хочу перепроверять все. Говорить, что я верю в то, что подведут какую-то хорошую законодательную базу и нормальной регуляции с ограничениями, но я думаю, что появится просто какая-то нормальная реакция общества на это. На самом деле всегда, если есть какое-то действие, есть и противодействие к нему, появятся просто нейросети, которые умеют хорошо отличать подделки от реальных вещей. Мы должны быть готовы к тому, что мы сейчас живем в мире
Это, конечно, лозунг в некотором смысле, но мы живем в мире постправды, где любая информация, которую мы видим в интернете, она на самом деле очень вероятно может оказаться просто сгенерированной и абсолютно неправдой. Потому что все Я еще сейчас не... думаю, а что если будет, допустим, какое-то приложение, даже не приложение, просто, ну вот когда ты в телефоне стоишь, да, и, допустим, когда камера включается, ты знаешь, что лампочка горит, да, и она говорит, у тебя как бы камера сейчас записывает. Вот, может быть, точно так же будет какой-то светодиод, который будет показывать у тебя контент, который ты смотришь, AI сгенерированный или человеком сгенерированный, допустим, да? Может же быть такой, наверное, вот такой какой-то форма, да, так сказать. Ну, я сразу UI может UX быть, это сразу будет не приложение, смотрю. может быть, Ну, это вот я будет говорю же, да, просто может быть, реакция самих браузеров, например. Я да, думаю, что... или там мессенджера, да, того же. Ты, например, там смотришь, и у тебя показывает, там, например, если это зеленый, в смысле, это человеком, ну, там, а фиолетовый, это Как сейчас AI. работают спам-фильтры в почте. В какой-то момент появился спам в почте, Да, да, и да. сейчас идет бесконечная война. Это просто бесконечно непрекращающаяся война между спамерами, которые отсылают вам какие-то сообщения фишинговые, и серверами почтовыми, которые эти сообщения отсеивают. Там на самом деле достаточно интересная война. В какой-то момент, это правда было достаточно давно, в какой-то момент сделали фильтр, который научился отсеивать спам по частотности букв, которые встречаются внутри. Оказалось, что спам-сообщения, у них немножко другое распределение слов и букв в целом, чем у обычной почты. И после спамеры, когда узнали, что такой фильтр есть, они все время откуда-то узнают, что мы придумываем. В общем, они, когда узнали, что такой фильтр есть, они стали добавлять в конец своего сообщения, которое они отсылают вам на почту, какой-то рандомный набор буквок. Такой, чтобы распределение частотности букв и слов оказалось таким же, как у обычного сообщения. То есть они сами у себя насчитали и потом стали подгонять. Вот. Это один из вариантов. Сейчас, слава богу, пока что для спамеров слишком дорого использовать генеративные нейронки для того, чтобы генерировать сообщения. Но в какой-то момент это станет достаточно дешево, и вам будет приходить бесконечное количество спама, которое будет неотличимо от человеческих писем. С вами будут общаться боты в Телеграме, которые будут похожи на людей. Сейчас, к счастью, видимо, стоимость таких ботов больше, чем потенциальная прибыль от них. Поэтому этого еще нет. Но в какой-то момент появится. И нужно будет с этим бороться. Я, конечно, уже, ну, понятно, да, это... Ну, это в любой момент же может произойти, может, уже даже произошло. Может быть, я Потому бот. что я, вот, ну, чисто на себе, ну, вот за последние 2-3 месяца, ну, как бы, я почувствовал таких атак, ну, штук 7-8, наверное. Вот, как бы, звонок, я чувствую, что там не человек мне говорит, он по какому-то алгоритму мне уже говорит. И чувствуется, что его ответ нечеловеческий. В смысле, там именно он что-то как заученное говорит, понимаешь? И много вот уже из знакомых с них поступает, говорят, вот мне позвонили, вот мне голосом там моей дочери говорили, голосом моего сына говорили, понимаешь? Вот, они понимают, что им надо, так сказать, зарабатывать и вкладываются тоже так же. Хотя могли бы, ну, чисто по мне, как бы в более полезное что-то вложить, более безопасно для самих же. Чисто я бы обращался бы вот к этим людям. Вы столько энергии тратите, да, сделайте что-то полезное. В смысле, да, украсть вы сможете там пару копеек, но, по-моему, если они вложат эти же технологии, этих же своих специалистов в какие-то нормальные стартапы, они, по-моему, больше заработают, и причем легально, и никто не будет за них, ну, за ними бегать. Конкуренции в этой области меньше, я так подозреваю. Конкуренция меньше, бюрократии меньше. Ну, представляешь, вот у тебя работает там, грубо говоря, 150 там, и программистов, и колл-центре людей, да, и все такое. Ну, по-моему, можно было бы. Ну и маржинальность у такого бизнеса, наверное, больше. На самом деле сложно. Не, мне кажется, наоборот, меньше. Потому что если ты в нормальное русло это, ну, как бы в ресерч какой-то пустишь, и тебя завтра там те же большие компании либо купят, либо вложатся в тебя, да, ты как бы выиграешь, по-моему, больше. Ну, у этого есть какая-то вероятность. Я
не зря сказал про конкуренцию. То есть, скажем так, есть анекдотические свидетельства, когда кто-то построил компанию, и потом его стартап выстрелил, и он заработал много денег. Не зря такие стартапы называют единорогами, потому что они редко встречаются. Вот. А средний стартап просто прогорает. Так что ожидать от каждого стартапа, что вот если вложился просто, то тебе будет прибыль какая-то, это неправда. В среднем получается, что, видимо, воровать деньги выгоднее. Возможно, ты $1 миллиард на это не заработаешь, потому что единорог стартап, который ворует деньги, странно выглядит. Вот. Но какую-то свою копейку будешь иметь практически гарантированно. Вот. И сложно, на самом деле, винить людей в этом всем. Просто это как с эволюционной точки зрения всегда так устроено. Если есть какая-то ниша, ее никто не занял, кто-нибудь ее займет. Прям так жестко получается. Ну, грубо говоря, сейчас получается эта ситуация такая. В смысле, вот прям из-за того, что это вот начальное, это как вот в сериале слово пацана получается. Либо ты, короче, пацан, либо если ты как бы не следишь, не как бы не бдителен, то как бы с тобой обращаются как с чушпаном, получается такое. Ну, сейчас нужно быть бдительным, это точно. Я бы не стал оправдывать этих людей, Они, наверное, но вот при так этом вот это закономерно, думают. на мой взгляд. Да. Поэтому надо быть чуть-чуть бдительным. Короче, ну, не Нужно хочется быть говорить, не осторожным. быть лохом, получается. Да. Так, да. вот. Получается, быть от того, настороже. что даже технологии, да, ну, как бы каких-то там именно на данный момент именно каких-то алгоритмов действий, они еще не выработаны, чтобы понять, как защититься от фейков, да, от всевозможных вот этих вот скамеров и всего остального. Да. Ну, у меня есть надежда в некотором смысле, что из-за того, что open source решений, open source генеративных нейронных сетей, не то чтобы очень много, точнее как, их достаточно много, но они меньше качеством, чем проприетарные решения от больших компаний. Получится так в некоторый момент, что реально все будут пользоваться только проприетарными решениями от OpenAI, от Яндекса, от Гугла, от Меты. И так как контроль будет целиком на стороне больших компаний, они сами займутся цензурированием всего этого дела. Они уже сейчас, например, обучают, когда эти сети, вы же не можете там спрашивать у них все, что угодно. Можете только на некоторый конечный список тем разговаривать. Вот. С open source решениями сложнее из-за того, что они доступны всем подряд, как бы каждый чем хочет, тем и занимается с ними. Но качество у них ниже. Может быть, те же большие компании смогут предоставлять какие-то фильтры, которые смогут отсеивать open source решения, основанные на скамерские всякие вещи, основанные на open source решениях. Ну, остается только ждать, получается. Сейчас именно каких-то решений. В смысле, сейчас вот появляется какое-то действие и должно появиться противодействие. Да, должно появиться противодействие, это правда. Ты говорил насчет генеративной части, то, что как бы... Я просто хотел рассказать немножко про саму по себе архитектуру, как это устроено, потому что это немножко принципиально другое, не совсем то же самое, что просто обучать рекомендательные системы. Там принципиально другой подход используется, он достаточно интересный. Это, кстати, достаточно смешно. Про диффузные нейронные сети, которые занимаются генерацией изображений, я впервые услышал еще за пару лет до того, как они появились повсеместно, и появился Stable Diffusion, который генерирует изображения очень красивые. Я тогда был на семинаре на факультете компьютерных наук в Высшей школе экономики, и там мы как раз обсуждали, что вот появилась статья, где они делают что-то такое, вот с этими диффузиями. Я сейчас расскажу, как вообще работает генерация изображений. Это очень интересно. Генерация изображений работает так. Вы берете какой-то шум, просто вот белый шум, гауссовская, то есть берете матрицу, где каждый пиксель это просто вот какое-то случайное число по факту. Вот. И дальше нейронная сеть начинает галлюцинировать очень активно. То есть мы ее заставили галлюцинировать, но просто в правильном направлении. Она пытается увидеть в этом белом шуме что-то. И она делает это итеративно. Это называется диффузия. То есть это по факту изображение, оно как бы проступает на белом шуме. У вас есть сначала просто картинка, как иногда бывает телевизор, например, без антенны подключаешь, там вот такое все шипит, шумит, что-то черно-белое, непонятно ничего. Вот. И на вот этом вот черно-белом изображении потихонечку, кадр за кадром,
как бы итерация за итерацией проступает изображение. Сначала чуть-чуть, потом все четче, четче, четче. И вектор, как бы в направлении которого оно проступает, задается вашим промптом, то есть текстом, который вы задали. По факту вот у нейронной сети есть два входа. Один принимает вот эту случайную матрицу, по которой мы что-то генерируем, а второй — это ваш текст. И мы учим ее в направлении вашего текста генерировать изображение. Мы как бы вкладываем результирующие изображения, то есть те, которые мы получаем в самом конце, мы вкладываем их в то же самое векторное пространство, в которое вкладывается ваш текст, по факту. На самом деле тоже очень такая мощная технология, которая есть. Оказывается, что смысл, как бы он же, в общем-то, это универсальное понятие. Смысл может быть и у картинки, и у текста. И мы не обязаны каждой сущности подбирать свое векторное пространство. Мы можем их в одно вложить. И если они вкладываются в одно, то тогда мы можем их сравнивать между собой. То есть мы можем сравнивать картинки и текст. Если в какой-то момент они просто в жизни находятся рядом, например, у вас есть картинка и к ней подпись, то тогда мы можем сказать, ну вот эта картинка близка к этой подписи, и значит вектора, которые мы получаем тоже в этой подписи, должны быть близки к тому, что есть на картинке. Вот. И вот эта вот диффузная технология, она позволила нам научиться хорошо генерировать изображение. Там на самом деле есть еще одна крутая технология, как устроены функции потерь, но я, к сожалению, не могу очень хорошо про это рассказывать, потому что я плохо понимаю это. Я не специалист в генерации изображений, я больше, на самом деле, работал гораздо больше с языками и с NLP, поэтому там я могу побольше рассказывать, здесь поменьше. Но идея в том, чтобы на самом деле генерация этого изображения, она идет попиксельно. Идея в том, чтобы научиться подбирать некоторую функцию распределения вероятностей для пикселей таким образом, чтобы реально получалась картинка. Это на самом деле очень сложно. А как думаешь, вот, например, искусственный интеллект, который генерирует картинки и видео, да, это одно, там текст, другое, там. А появится ли такое, что именно в одном месте будет все? Потому что сейчас очень много ресурсов, да, у которых там ты можешь там пойти, там презентацию себе сделать, там видео сделать в одном ресурсе, аудио в другом ресурсе, и вот как бы все разрознено, все вот как бы мелкие. А появится ли такой какой-то более, допустим, как вот в этом Марвеле, да, там Джарвис, например, да? Но это называется мультимодальность. То есть чем больше модальности у твоей нейронной сети, тем больше она может генерировать разных самых вещей. И да, собственно говоря, все вот эти вот нейронные сети от OpenAI, они так называемые General Purpose Neural Networks, это такие сети, у которых потенциально бесконечное количество модальностей. Просто потому что, грубо говоря, практически все, что угодно, можно попытаться перевести каким-то образом в текст или текстовое описание. И через этот коннектор можно делать все, что угодно. Ты сразу можешь эту нейросеть научить делать вам сайты, писать код, потому что у этого есть некоторая сериализация, текстовое представление. Она может сделать сайт, потому что CSS выглядит в какой-то момент в виде текста. Она может написать код, потому что он в некоторый момент выглядит в виде текста. И картинки с видео тоже уже умеют их генерировать. Я думаю, что это тоже встроится все в одно. Скажем так, у картинок и у видео немножко другой метод генерации. Не такой, как у текстов, но в целом важно на самом деле, чтобы просто смысл, то есть вот эти вот тексты и картинки все жили в одном векторном пространстве. Тогда нейросеть просто будет понимать и про картинки, и про текст, все что угодно. Сейчас вот мультимодальность внутри ChatGPT, она обеспечивается просто через вот этот текстовый коннектор, что ты говоришь, дай мне картинку, она сама генерирует правильный промпт для другой нейросети, которая умеет генерировать картинки, и уже генерирует так. Это бы работало лучше, если бы их еще и обучали одновременно. То есть, чтобы генерация промптов, она происходила одновременно в обучении как бы этой сети, которая генерирует. Я слышал такое, что вот насчет обучения, да, что искусственный интеллект, например, да, он может как бы съедать, потреблять все, что, например, человек сейчас сделал, но то, что если она будет, так сказать, то, что она сама генерирует, еще обрабатывать, что она как бы
в неком, вот, как говорится же, в своем супе, да, готовится, да, вот, типа, короче, она дальше этого не пойдет. Ты с этим согласен? Это очень сложная тема на самом деле. Этого жутко бояться на самом деле, что сейчас интернет весь наводнится генерированным контентом, и поэтому качество упадет. Мы на самом деле не знаем. Мы не знаем, что произойдет. У нас есть эксперименты с другими более маленькими сетями, и с маленькими датасетами, и да, там видна иногда деградация какая-то, но при этом я также знаю, что reinforcement learning на собственных ошибках — это вполне себе валидная технология, которая применяется много где. Например, это в некоторый момент был технологический, такой небольшой технологический прорыв, когда оказалось, что датасеты, ну, есть как раз вот в поисковых системах есть такая необходимость подбирать релевантные сайты на запрос. Если вот просто собрать разметку в датасете такой, что вот этот сайт релевантный для этого запроса. Достаточно просто, потому что человек вот этот запрос ввел, вот на этот сайт ткнул. А вот что сайт, который вы выдали, нерелевантный для этого запроса, достаточно сложно подобрать. Потому что, ну вот он был в выдаче. Кто говорит, что он нерелевантный? Человек просто не ткнул туда. Отсутствие негативной разметки было в некоторый момент проблемой. Но ее удалось решить, научившись обучать, ну, мы научились обучаться просто только на позитивной разметке, специально подбирая негативы, ну, скажем так, некоторым случайным образом. Вот. Но я вообще не к этому все это рассказываю, а к тому, что эта технология еще как бы улучшилась от того, что мы стали использовать reinforcement learning в обучении. Когда нейросеть сначала обучается, а потом те примеры, на которых она больше всего ошиблась, мы опять подаем к ней в качестве уже негативных примеров с какими-то другими весами. Это называется как бы майнинг карт негативов. Те примеры, про которые она вот говорит, что этот сайт точно релевантный для этого запроса, но мы знаем, что он не релевантный. Вот. И это вот такой хард-негатив, на котором мы ее можем дообучить. Иногда, это все к тому, что иногда примеры, которые нейросеть сама для себя сгенерировала, могут оказаться полезными. Но это такой пример из области рекомендательных систем. Я не совсем понимаю, как это может работать в генеративном случае. Потому что качество и достоверность, главное, достоверность контента, который генерируют нейронные сети, она поддается некоторому сомнению. Ну, в смысле, мы не можем быть уверены в том, что она реально правду какую-то сгенерировала. В итоге мы можем получить просто набор шизофреничных каких-то нейросетей, которые живут в собственных кошмарах и Риск фантазиях. есть. Нет, вообще, что человечество тоже не туда свернет как-нибудь, тоже большой, как бы, есть риск. Всегда. Ну, слава богу, пока что мы умеем валидировать собственные решения и собственные вещи какие-то. То есть наука все-таки как-то двигается. И теперь резюмируя, как ты думаешь, как скоро в нашей ли это жизни произойдет, что мы начнем задавать вопрос, например, искусственному интеллекту, и он нам будет отвечать прям четко то, что надо. Например, мы говорим, как нам, например, с той же болезнью или еще что-то, да, как, например, тот же СПИД там или что-то, как победить, да, всего лишь там пару фраз, и он дает нам уже исчерпывающий ответ. Ну, скажем так, тут я должен вернуться к тому, с чего я начинал. Очень красивая получается закольцовка. С самого начала я говорил про теорему Колмогорова, о том, что нейронные сети работают как аппроксимации функций на компактных множествах. И то, что функция может случайно оказаться может так случайно оказаться, что нейронная сеть аппроксимирует твою функцию и вне этого компактного множества. Это обычно называется способностью генерализации. К генерализации. Такое иногда случается. Но это счастливая случайность скорее, чем закономерный эффект. Обычно мы все-таки ожидаем, что вот на том множестве, на котором мы обучались, ровно на тех фичах, на которых мы обучались, наша нейросеть будет выдавать какие-то разумные результаты, потому что мы там ее проверяли, мы там ее обучали. Но как только мы выходим за ее область экспертизы, она сразу начинает генерировать полный бред. Так что для того, чтобы нейросеть могла ответить на вопрос, как победить рак, или как вылечить какую-то болезнь, или как устроить мир во всем мире, нужно, чтобы кто-то из людей умел отвечать на этот вопрос.
Вот. Я не думаю, что на такие вопросы люди умеют отвечать, к сожалению. Да, да. Если Вот. так взять, с- это можно, знаешь, с чем сравнить? Какую-то энергию посылаешь в космос, да? Что ты говоришь, хочу, чтобы там, грубо говоря, бабочки летали или еще что-то, да, какое-то райское, ты то и получишь, да? И, по сути, на самом деле наши же вот дедушки, бабушки, они как бы всегда говорили, чтобы мы оставались на стороне света, да? Мне кажется, в этом-то и есть вот это вот, ну, то, что ты говоришь, вот этот ответ в этом есть. Потому что, видишь, они как будто бы вот тогда еще и чувствовали, и знали, что добро, если мы будем думать о добре, слушать вот этого белого волка, да, так скажем, что в результате мы получим так светлое будущее. И я на самом деле уверен, что так и будет, наверное, дай бог, потому что ну, какой бы сейчас мир не был бы, да, что бы в нем там плохого не происходило бы, пока есть люди, которые думают о добре, о том, чтобы, так сказать, светлой мысли не будет как бы у нас будет надежда на то, что все как бы мы справимся со всем. И я хорошую такую мысль тоже слушал, говорил, ну как бы если взять вот космос, да, чего в нем много, как бы космос же он пустой и темный, в нем нету света, да, и как бы принято считать, что он, так сказать, там преобладает и много темного, но есть вот эта хорошая мысль, где говорится, что раньше было темно, а потом, когда свет зажегся, света стало больше. Соответственно, света будет больше и больше и больше. Как бы по этой логике. Но, мне кажется, вот остается вот, правильно мыслить, правильные аффирмации и сосредоточиться на том, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Наверное, вот в этом-то и ключ. Ну, со стороны создателей нейронных сетей ключ состоит в том, чтобы научить нейронные сети думать и логически мыслить, на самом деле. Мне кажется, что на этом пути мы продвинулись уже очень сильно, и не за горами. То есть это действительно, может быть, 5 лет, что-то такое. Через Прекрасно. небольшое время уже появятся нейронные сети, которые умеют хорошо рассуждать. Может, И, даже тут таблетку от всего придумает она. ну, скажем так, я абсолютно уверен, что в небольших рамках появятся нейронные сети, которые сумеют хорошо рассуждать и которые смогут продвигать нематериальные науки. Ну, скажем, математику или там программирование или физику математическую, где тебе не нужно материально ходить, там эксперименты ставить или что-то такое. С материальными науками всегда оказывается достаточно сложно. Это вообще сюрприз для людей. Все люди 100 лет назад и 50 лет назад и даже 20 лет назад думали, что в первую очередь искусственный интеллект заменит все самые ненужные, ну, нельзя сказать, что они ненужные, они абсолютно Ну, необходимы, страхи, да. но все самые скучные, тяжелые работы. Там экскаваторщика какого-нибудь или доставщика еды. А оказалось, что одна из самых сложных вещей для искусственного интеллекта — это научиться ходить. То есть вот ходить, руками махать, а реагировать на мир он не умеет. Он умеет книжки умные читать. Потому что вот так вот жизнь сложилась. Оказалось, что мы можем научить его читать книжки, но не можем научить его ходить. Или там ручку держать. На самом деле, держать ручку и писать текст просто вот так вот, как человек это делает, это никто не умеет. Из даже очень хитрых машин от Boston Dynamics, которые умеют ходить и там сальто делать, а ручку держать нет. Но это уже дискуссия. Это определенно другая дискуссия, мне кажется, потому что если так взять, ну, можно напечатать принтер, в смысле, там уже не рука нужна, да? Да, конечно, Вот, можно это сделать, но уже, просто ну, это в целом относится к какому-то такому классу вещей. Например, ну держать да. апельсин. Повторить то, что мы делаем, ему очень сложно. Да. Держать апельсин. Я бы не стал доверять, например, какому-нибудь искусственному интеллекту держать собственного ребенка, потому что я не знаю, как он среагирует на тактильные ощущения и будет ли он его держать нормально или он его раздавит. Кто знает.
Вот, Поживем, увидим, да? да. В целом, конечно, можно резюмировать, что мы живем в совершенно удивительное время, когда все меняется каждый год, и оно, с одной стороны, приносит много нестабильности, и для некоторых людей это источник стресса, но при этом также это и источник возможностей. Нужно помнить, что еще не было в истории человечества такого времени, когда развитие технологий привело в итоге к чему-то суперплохому для людей. Я не стану говорить про развитие военных технологий или там изобретение ядерной бомбы, но развитие гражданских технологий пока еще ни разу не приводило к тому, что людям стало жить хуже. Все еще было лучше пока что. Так что я просто знаю, очень много людей боятся, что у них не будет работы, что их заменит искусственный интеллект. Но всегда получается так, что работы становится только больше, а искусственный интеллект вам помогает. Так было и во времена, когда появились машины и извозчики ушли от дел. Да, извозчики на лошадях ушли от дел. Так было и когда появились фабрики. Почему-то рабочих стало только больше, и рабочих мест стало больше. От мануфактур к конвейерному производству, когда переходили. Так что надо смотреть в будущее с позитивом.